Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Сегодня завершение грандиозного проекта. Я считаю, что лоскутное шитье– это не умение нарезать новые ткани, а потом из них составить узор, а из лоскутков и обрезков, остатков кроя сшить нужную вещь. В одном из предыдущих видео перебирала образцы мебельной ткани. Из них смогла выкроить квадраты 10 на 10 сантиметров и прямоугольники 10 на 20 сантиметров. А потом очень хитрым способом сшили из них квадратные блоки. Эти детали стали основой большого полотна. А теперь соединим его с тканью основы и холстопрошивным полотном. Разложим все на ровной поверхности, выровняем и все три слоя сколем между собой английскими булавками для квилтинга. Они изогнутой формы. Стежку будем делать самую простую, в шов. Напоминаю небольшие правила, которые помогут стегать красиво, ровно и избежать наплывов. Во-первых, надо, чтобы все полотно лежало ровно, на одной плоскости с игольной пластиной. У меня обычная небольшая бытовая швейная машинка. Если на ней шить, то края ткани свисают и полотно деформируется. Поэтому обязательно используем приставной столик. Его можно сделать самостоятельно. Второе. Работу начинаем с верхнего края. Шьем не торопясь, ткани подаем равномерно. Дошиваем до конца, а следующий шов стежки тоже начинаем с верхнего края. Так и шьем сверху вниз. Понятное дело, что с правой стороны будет накапливаться все больше и больше отшитого полотна. Чтобы оно нам не мешало, мы готовый край сворачиваем в плотную трубочку и протягиваем его в рукав швейной машинки. Я прекрасно понимаю, что возникает соблазн перевернуть полотно и начать шить в обратном направлении. Но этого делать не надо, иначе будет перекос полотна. Стежку сделали самую простую. В шов по квадратам. Размер получился не очень большой. Понятное дело, что эту заготовку надо будет увеличивать. До этого в другом видео мы из этой же мебельной ткани выбирали кусочки 10 на 10 сантиметров. 232 квадрата. И, комбинируя их в произвольном порядке, собрали широкие и длинные полосы шириной в 4 квадрата. Также будем укреплять их, как и центральную часть, но сделаем это немного другим способом. Поверх цветной лоскутной части разместим плотную ткань основы, потом кусок холстопрошивного полотна. Выровняем по одному краю и прошьем на швейной машинке. А потом мы это полотно развернем и оформим край. Ткани у нас плотные, мебельные. И еще хочется, чтобы по краю нашего одеяла была темная полоска. Поэтому немного схитрим. Темно-синий кант оставим на лицевой стороне и закрепим этот сгиб машинной строчкой. А дальше также прошьем, простегаем все полотно в шов по квадратам. Сначала выполним все швы в одном направлении.
а потом в другом. Готовые детали проутюжим, подровняем и отрежем лишнюю ткань. Таким образом, мы приготовили две заготовки. Ими мы обошьем центральное полотно с двух сторон. А вот теперь главный вопрос. Обе детали толстенькие, простеганные. Как их лучше соединить? Показываю свой любимый способ через две бейки. Это просто прямые полоски ткани. Одна из них шириной 5 сантиметров, а другая 3 сантиметра. Как работать? Широкую полоску складываем вдоль пополам и прикладываем ее к лицевой стороне полотна. А с другой стороны приставляем узкую полоску и прошиваем всю конструкцию на швейной машинке. Потом нижнюю бейку расправляем и к ней присоединяем вторую простеганную деталь. При работе за швейной машинкой все швы делаем на ширину лапки, примерно 7 миллиметров. И получается, что из 3 сантиметров ширины 1,5 сантиметра уходит в швы, и на видимой части полоска бейки получается шириной 1,5 сантиметра. А вот теперь наступает мой самый любимый момент в работе. Мы полотно расправляем и этой двойной бейкой закрываем припуски на швы. И у нас получается очень красивое, прочное и аккуратное соединение. Обе толстенькие детали лежат ровно в стык, нигде ничего не топорщится. Вы видите, что сначала мы закрыли две противоположные стороны. Потом, по такому же принципу, мы готовим продолжение и закрываем две другие части. И получается у нас замечательная, богатая и очень красивая, лоскутная, даже не знаю, как его лучше назвать. Шила я его как игровой коврик для маленьких детей. Поэтому все ткани брала плотные и теплые. Но сейчас смотрю и понимаю, что получилось у меня чудо чудное и диво дивное. Размер в готовом виде 146 на 172 сантиметра. Ну что, кто молодец? Я молодец. Вот и сказочки конец. Ставьте классы, пишите комментарии, делитесь этим видео во всех соцсетях. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!